Заставляет меня мучиться. Я, друзья, на больничном. Всем привет. Привет. Пробил я ногу вчера. О, птицу заметили. Он просто испугался, думаю, что за ястреб. Вот, поэтому я, короче, на больничном. Серия на основном канале выйдет на следующей неделе. Я еле хожу. Поэтому извините, ну просто поживем вместе с вами нашу Лайф жизнь. жизнь ежедневную. Просто чем мы занимаемся. Утро у нас начинается, когда дедушка с бабушкой уехали на черничный хутор, с досмотра хозяйства. У нас просто огромное количество птиц. Здесь у нас живут брамы. Мы им тут каждый день топим, они тут не мерзнут, они такие нежные курочки. Вот, у них каждый день я чищу. У них чистота, порядок, красота. Все, армия побежала. Сегодня уже такой первый самый теплый день, идет вот с самого утра дождь, прям дождь идет. На улице плюс 4 в 9 утра. Вот. И прогноз погоды передает, что уже идут потепления, поэтому готовимся к весеннему сезону, настраиваемся, дел предстоит очень много. Так, пока Яна собирает яички, выпускает сеть, потому что там еще два курятника. В одном чисто петушки сидят, во втором еще куры. Нужно набрать воды у брам, почистить их и заготовить дровишек, растопить котельную для брам и дом. Утреннее развлечение. Это у них утренняя зарядка. Что-то не поделили. Драка осуществляется. Развлечение. Эти индюки. Я постоянно делю фластеры.
утро в деревне, а именно вот здесь, вот у них, оно как круговорот вещей. Каждое утро одно и то же. Утки выходят, топчутся, индюки дерутся, а там я еще не видел, но если посмотреть, курица будет сидеть, либо черная, либо рыжая, нести яйцо. Она всю ночь ждет, утром идет, с самого утра, пока этот цех обойдет, она снесет там яйцо. Ты уже снесла. Молодец. Здесь, в центральном курятнике, у нас петушки живут исключительно. Красавцы какие. Здрасте. И здесь, в курятнике, у нас тоже курочки. Где-то тут Морозом мы готовил, чтобы не душили. Все были утеплены, никому плохо не было. Стоять. Куда спешить? Выходим. Эти куры больше всего пьют воды. Петухи столько воды не пьют, сколько пьют эти куры. Петухи полмиски практически. Такой же только выпивают за ночь, а сюда приходишь, тут постоянно пусто. Ну да, они пьют много. Молодцы такие. Как дед учил, даже если есть корм, надо обновить. Кому сейчас хорошо, так это уткам. Водные процедуры, снег тает, дождь идет. Просто красота. Утро у нас дома начинается всегда с кухни. Я думаю, все. Мы стараемся вдвоем тут что-то делать. Я, короче, хожу по дому в кроссовках. Мне так легче ходить. Поэтому будете меня в этой серии видеть кульгающим. Какой-то этот месяц.
Палец дырявил, мы только Палец, рассказывали. рука, Руку укусил и кот, ногу. ногу продырявил. Что это не то? месяц испытаний. Да. Яна, как и обещала, будет готовить сегодня Свой любимый ПП-завтрак. Ее любимый завтрак. Самый Это любимый ПП-завтрак для нее. Да. Да. Поэтому вот, пожалуйста, на заметку берите для завтрака просто идеально. Вкусно И сытно. и сытно, и с чем хочешь. Хочешь с чаем, хочешь с кофе, хочешь Просто с так. чем, кто с чем любит. Да. Будем готовить овсяный блин. Я думаю, что даже многие знают, что это такое. Нам понадобится яйцо, овсянка, и я вливаю водички. Можно вливать молоко, но с водой овсяный блин становится прям пышный. Кто не пробовал, кто, может быть, делает овсяные блины с молоком, то вы хоть раз попробуйте сделать с водой. Я эксперт по овсяным блинам, я их столько переела, я знаю. Она меня научила их делать, я их тоже умею делать. Когда у меня есть время и, ну, конечно же, настроение, то я утром могу приготовить. Яна не останавливается, постоянно декорирует свою стенку, которая всегда рядом с ней. Она очень любит рядом с этой стенкой находиться. Да. Любимые фигурки всякие, она все выбирает. Вот эту я просто обожаю. Вот эту. Воды не сильно много, надо чуть-чуть. Ну и приправы, специи по вкусу, кто как любит. Помимо того, что его можно делать соленым, также его можно делать сладким. Все то же самое, просто засыпаем сахар и начинку делаем, ну, как сладкую. То есть туда творог, банан, вот что-то такое придумываем. Но я не люблю сладкие, я люблю соленые. Поэтому я... Даже мы с тобой ни разу не готовили сладкий. Может, он и вкусный, не знаю. Вот, кстати, надо будет и приготовить. Теперь в яйца нам надо высыпаем овсянку. У кого какая есть. У меня она не грубого помола, но лучше, вот кто прям худеет, это такой геркулес. Самый настоящий такой овсянка, которая долго варится. Ну, мы берем такую. И с такой тоже я худела. Один у нас будет. Это мой рецепт, сам личный. Я не знаю, кто-нибудь в интернете так делает, не делает, честно. Я его придумала сама, эту начинку, я ее просто обожаю. Многие подумают, что сочетание какое-то странное, невкусное, но это очень вкусно. Даже мама моя ест только такой овсяный блин, потому что я ей показала его. И это у нас берется творог вовнутрь, кетчуп, смазывается сам овсяный блин, и кладется колбаса. Ну вот какая дома есть. Есть ветчина, ветчину, есть сырокопченая, сырокопченую. Можно и тот вид. И это так вкусно, что просто, да. Просто я обожаю такое. за уши не оттянешь. Вот. Так как я худела, а всякие там рулетики, колбаски, мяско я люблю. Я не могу без этого. Поэтому я себе только придумала овсяный блин. Вот. А другой мы сделаем творожный сыр, намажем, положим красную рыбку и свежий огурчик. Помимо этого, знаю, делают тоже вкусно очень творожный сыр, печень трески. Не знаю, можно творожный сыр и любая рыба. Туда. Мне кажется, туда можно все добавлять, он будет вкусный. Сладкий можно сделать творог с изюмом, кто как любит, с медом там перемешать, чтобы сладость, там с каким-то йогуртом, с какой-то сметаной, сделать такую творожную массу, положить туда банан, положить туда изюм, положить туда любые сухофрукты, кто как любит, курагу, сделать сладкий ему. Поэтому это только фантазия. Но мой овсяный блин — это колбаса, творог и кетчуп. У меня даже Николь его обожает. Я думаю, что каждая хозяйка вообще знает, что не важен там рецепт, там прям вот сделать вот так вот. Просто вот скопировать просто чей-то рецепт, все равно не получится так. Все зависит, как ты вот готовишь. Но Руки. еще Весь рецепт в руках. Еще можно туда сыр
Допустим, Тимуру я ложу туда колбаску и сыр обычный, и кетчупом смазываю. Он, допустим, с творогом не любит. А мы все, ну, втроем мы едим с творогом. Хотя уже начинает Берем на вырастать. заметку. И тоже Ну да. вкусы такие взрослые у него появляются. Все, наш овсяный блин настоялся, вот мы его смешали, дали ему постоять, и теперь мы будем его выпекать на сковороде и собирать наши овсяные блины. На кухне за цветочком у нас прячется вот такая красивая картина. Мы думаем ее повесить вот здесь, на кухне. Думаем, да, но у нас еще есть полки белые, и вот мы вообще не знаем, что с этим углом делать. Я думаю, что Просто никак. Я думаю, что вот эта картина украсит. Ну, она маловатая. Напишите. Просто так, вот здесь вот в угол ее повесить, и будет пусто. А если туда, может, белые полочки, то есть одну слева, одну справа и одну слева, почередовать вот так вот, может быть, будет красиво. Но мы вот еще в раздумии, если вот с этим вот углом, где у нас запитанный шнур, мы знаем, что делать. Там будет висеть что-то с подсветкой, либо часы, либо картина большая, либо что-то еще, либо, может быть, панно какое-нибудь. То здесь в угол мы вообще не знаем, как там его лучше сделать. Ну, Не хочется испортить. Но картину мы красивую. Но картина очень Вообще нравится. очень Мы ее красиво. заметили. Мы как- хотели ее в коридоре, но мы положили на обои, и она потерялась. То есть светлая картина должна быть на темных И стенах. самое интересное, что эту вот картину мы купили. Это не реклама, ничего. Фикс прайс. Она вообще там недорогая. Просто мы ее Но она увидели, очень и красивая. она так в глаза бросилась, и мы ее просто вот взяли. И все, даже не думали. Да, Она очень понравилась красивая. сразу. Вот такой вот он пышненький выходит. Потому что с водой. С молоком он вообще был бы не пышный. Тоже вкусно, но... Ну Всё. не пышно. Вот так он, да, подрумянился. И с водой меньше калорийность, если уже так брать. Домашний кетчуп. Мы, кстати, 2 года не покупаем в магазине никакого кетчупа. Никакого вообще у нас нету их дома. Даже мы уже даже на них не смотрим. Мы даже не обращаем внимания, какие там кетчупы есть. Да. Только этот кетчуп мы едим. Ну что-то не знают, напомни. Мы, конечно, мы каждый год будем с вами, дорогие наши зрители, готовить. Есть ролик. Да. Наверное, 2 или 3 2 даже или ролика 3. есть. 2 точно. Где мы делали кетчуп, поэтому мы оставим в описании напоминание. Можете перейти посмотреть его. Все, вот так вот смазываем. Далее высыпаем творог. Тоже творог любой, кто какой любит. Ложим нашу колбаску. Неважно, что у вас там будет. Ветчина, колбаса, может домашний, там рулет из курочки тоже вкусно. Просто грудка, кто худеет, себе там ее готовит, вместо колбасы кушает на бутерброды. Все сюда. По прошлым роликам, сейчас у нас как раз есть время пообщаться, ответить на комментарии, чем-то поделиться. И вот под прошлым роликом было очень много комментариев и рекомендаций ваших насчет угла, как его в коридоре заполнить, насчет того, как бороться с плесенью, и насчет того, что очень сильно понравились обои и рейки. Да. Мы плесень удаляли действительно белизной.
Мы тоже покупали белизну, но мы ее мешали вместе с содой. с содой, да. И уже в конце, когда опрыскивали, мы вот в это вот средство, которое там против грибка, против плесени, мы еще туда добавили белизну. Это все размешали, еще в конце это все опрыскали. Поэтому уголок, деревья, сделать спортивный уголок. Мы уже сделали коридор до конца, просто вот на моей ноге мы не можем доснять серию на основной канал, и мы выпускаем ее здесь, немножко подождать. Пятничный ролик все равно будет, но он будет на другом канале. Мы пока планируем, и вот у нас получается вторник, пятница, выпускать для вас видео, делиться вот нашими делами, чем мы вообще занимаемся. В пятницу ролик, вот вы его сейчас смотрите, но на другом канале. И угол там уже занят, поэтому смотрите на основном канале, серия ориентировочно выйдет во вторник, что мы как сделали, коридор на 99% готов. И что еще было? Насчет обоев. Обои мы выбрали спонтанно, просто как всегда. Рассматривали один вариант, а получился совсем другой вариант. И насчет реек мы даже не думали. Мы купили обои, просчитались, как знали, что просчитались на одну рольку, как так получилось, мы не знаем. Хотя по прошлому, когда мы клеили вот первый раз, мы подумали, Нет, что у нас 4. Мы бы вышли, но Ну, просто может впритык. быть, у нас бы не хватило. У нас остался один лист и рейки. И что тут так вот мы решили поехать за рейками. Прям вот спать легли, подумали о рейках. На следующий день я поехал, и мы вот сделали, как мы считаем, для нас это очень необычно, очень красиво. И мы вот заходим в этот коридор, и вот просто вот по нему идем, и вот оно так, вот не просто обои. Просто обои было бы так как-то банально, а вот у нас получилось для нас со вкусом. И поэтому вот вы посмотрите, для кого-то на заметку, на самом деле это очень крутой вариант. Да, немножко дороже получилось, но это мы делаем надолго, поэтому смотрите следующую серию, не пропускайте ее. Коридор очень красивый получился. Как там у тебя вся наблюдена? Все готово. Вот таким принципом мы с вами укладывали наполовину, сложили, уже я на следующем покажу, как я складывала. Все, наша вся наблин готова, достаем и будем готовить второй. Все, второй наш приготовился. Берем творожную помазку, творожный сыр, что у кого есть. Собираем наш блинчик. И вот так второй частью мы хоп и закрыли. Все, наши два овсяных блинчика готовы. Вот таких вот два разных совершенно овсяных блина у нас получилось. Те, кто ни разу не готовил и думает, что это невкусно, и видел в интернете, и не готовил, приготовьте. Вот реально, просто приготовьте. Я еще раз повторюсь, кто какой хочет. Хочет сладкий, хочет соленый. Вот мои варианты. И я еще перечислила, какие могут быть. Этот у нас уже, вот этот, который с рыбой, с огурцом, он вообще ППшный. Но здесь есть колбаса. Но колбасу также можно заменить на куриное филе, которое сами приготовите, на куриный рулетик, который сами приготовите. Но я худела и вот таком. И все у меня получилось прекрасно. Это очень вкусно, очень сытно, и до обеда кушать не хочется. Когда съедаешь вот такой вот блин, то я думаю, что все видят порция, и ты наелся. Да.
И сюда и листик салата, и руккола. Это уже потом будем делать летом, когда вот эта вся зеленушка прям будет. Все, это просто прекрасно. Я вчера, когда пробил ногу, ну, сильно пробил, такой гвоздь, я не знаю, какой там, может, ну, не сотка был, но не маленький. И пока пришел домой, там кровь капала туда-сюда, мы прочистили, промыли, хлоргексидин, да? Да, перекись, Обработали хлоргексидин, септиком. Замотали, и все, и рана начала заживать. Хорошо, что я почитал, потому что если пробиваете вот ржавым гвоздем, либо какой-то веткой, нельзя сразу парить ногу, потому что высокая температура, она помогает вот этим вот бактериям, вот это вот все, что там вот на этом гвоздике было, развиваться. И тогда вот эта вот бы зараза могла принести какой-то вред ноге. И мы уже потом вечером, практически перед сном, пропарили ногу марганцовкой. Ну я так, Ну, бабушка, я не сказала, ну, сколько ты всыпешь? же не внутрь ее принимать. Поэтому сколько всыпешь, столько Ну, всыпешь. мне комочек упал туда большой. Ну, я одну ногу. Ну, вот она сейчас вот такая. Нормально, зато точно, ничего не опухло, рана Да, все и вот супер. нужно не сразу обрабатывать, а потом именно марганцовкой она убивает это все. Марганцовка даже помогает, если какие-то проблемы там есть, ну, грибки на ногах, Да, там да, всякое ну все такое. убивает, да. Марганцовке нужно парить ногу. Ну и вот мы так вот. Я вчера, когда достал, я побоялся вам показывать, какая у меня нога. Она была черная, поэтому если кому-то нужен быстрый загар, Не надо просто море. идеально. Но сейчас чуть-чуть тоже попарим. И все. И Уже без вечером снова. марганцовки. Распарил ногу и ахтиоловой мазью. Мы мажем, она применяется, если какие-то воспалительные процессы в ране есть. Также На гной фурункул вытягивает, да, гной да. вытягивает. Мгм. Поэтому сейчас как раз хорошо на распаренную. На всякий случай. Ты такой маникюр. Классно. Просто. Знаешь, что мне интересно? Мне это нравится. Наверное, надо ждать, пока ногти отрастут. В смысле? Ну, я тер, мне не получилось меня отмыть. Вот. Но мне уже сегодня гораздо легче, лучше, поэтому я думаю, что завтра я уже побегу. Мгм. Хотелось бы. Но в обуви придется сегодня походить в обуви. В обуви на самом деле легче ходить. Потому что еще пробито вот здесь вот в этой части. Белые 3 полочки, вот такие, они на скрытом крепеже. То есть она будет просто выглядеть вот так вот. Давайте посмотрим. Вот где-то вот так. То есть она только на эту сторону пойдет, сюда она не станет. Даже хотя можно ее обрезать и обрезанной стороной просто вот тут обрезать и обрезанной стороной к стенке. То есть можно одну сюда, одну, допустим, вот сюда и одну куда-нибудь вот сюда спрятать, где у нас была полка, может. Как-то так. Надо Может, одно и картину повесить? сюда картину, Нет. сюда полку, И сюда туда картину. вверх картину. Чего, может? Вот как-то Нет, вот картину так, там будет смотри. не видно. Нет. Нет. Можно просто на нее картину посмотреть. Не знаю. Надо, чтобы вы посоветовали. Вот такие 3 белых полки без крепежа. Красивые. А можно просто 3. Раз, 2, 3 там. Но для чего? Ну, просто что-то поставить, как бы я не знаю. Нужна помощь. Впрочем. Сейчас тебе много напишут, что ставите эти полки, пыль будете собирать. Надо же чем-то закрыть стену. Она не может пустовать.
Если кто-то не знает и первый раз сталкивается с такими полками, вот крепеж заключается вот в этом. Где она? Вот сюда полка просто вставляется, а эта часть в стену. И она сюда так забивается просто, и все. И точно так же потом, она крепкая, хорошая, и точно так же достается. Очень удобно, у нас у Тимура такие полки. Они такие большие уже. Мы еще жили в городе, черепах этих покупали. Они были как спичечный коробок. Они уже тяжеленькие такие. Сейчас мы их переселим пока на время, пока мы помоем наш аквариум. Вообще большой. Да, мы вообще решили заняться аквариумом сегодня. У нас, очень сильно, как это называется? Он не Чёрный, это- зеленеет, он покрывается чем-то черным. Я читала, что он типа много поступает света. Ну, я не знаю, вот как-то в каких-то организациях, там, таких платных поликлиниках, вот мы ходим, да, ну, там всегда у них у рыбок. И красиво. И я заливала и химию, все. Ну, не знаю, сейчас отмоем и будем регулировать, специально наливать для воды, не пропуская. И заменяла я мыло им периодично аквариум и все. Ну, не знаю. У нас было все нормально с аквариумом. Как-то вот последних пару месяцев, да. Вот так вот стало и все. Вот у них начинает от возраста появляться Да. желтые полосочки. Такое взрослеет панцирь ее. И вот красиво становится. Это было просто темный. Видишь, какой И это у еще этой тоже маловато? появляется. Вот они. Да, но у этой уже больше. И она больше, видишь. Лапка сейчас укусит. И вот мы сейчас хотим вот этих оставшихся рыбок переселить в аквариум, где жили черепахи, и его полностью отмыть камни, отмыть сам аквариум, и, может быть, его переставим в угол, куда и хотели, возле телевизора. На самом деле, видишь, аквариум надо. Что-то вот пошло не так. Хотя уже у нас аквариуму 3. Ну, 3 два года. или 3 года. 3 да. года, я думаю, что нашему аквариуму, если не больше. И И он большой, мне тут кажется, где-то что мы его 200, в городе купили. может, было. литров 200. И все было, ну, как бы всегда нормально, столько лет. Это вот я говорю, что за последних 3 месяца что-то не то. То ли, может, мы рыбок, которых заселяли, Может что-то быть. не то мы принесли из какого-то зоомагазина. Ну, уже что-то ж случилось. Уже, если бы, ладно, мы только поставили аквариум, мы говорили, что мы там с ним не справляемся. Но уже у нас он столько лет. Мгм. И все было нормально, у меня никогда такого не было аквариума. Тут я уже и химию уже что только, и периодично мыла, и как-то не справляюсь. Может, кто-то напишет, содержит аквариум. Да, это не просто содержать аквариум, но может нам кто-то даст отдельную такую подсказку, что ж нам с ним делать, и что нам туда заливать. И не знаю. В общем, ждем, может, кто-то чем-то поможет нам. Уплывает. Да, главное не спешить, не принести никакого вреда. Надо спокойненько ее загнать. Видишь, у нас даже ракушки красные. Это как красные пятна водорослей. Что такое читала? Ну, короче, какое-то заболевание. От чего оно случилось? Я думаю, что когда-то мы купили каких-то рыб зараженных. Лапка! Смотри, что делает. Лапой ловит их. Надо аквариум высоко, она словит. Мы сейчас накроем. Так вот аккуратно. Как твоих этих живцов ночью ловили. Боится? Все хорошо. Сейчас мы помоем и назад вас запустим. Лапка, получишь у меня.
Нельзя. Это явно поинтереснее, чем черепахи. Смотрите, какая находка. Ну, это на этих, на цитрус, наверное, похоже на чистильщиков. Угу. Они попрятались. Слушай, какие молодцы. Специально, чтобы их не съели. Так, может, в банку какую-нибудь 3-литровую двоих переселим, раз Ну, они давай. спрятались. Просто я никогда не видела, класс. что рождаются у нас рыбки. Интересно. Возможно, это не только эти чистильщики. Ну, я не знаю. Давай, короче, выращивать, что это за рыбки. Как мне их вытрясти? Ай! Даже. Смотри, выползают. Все, 3, нет? 4. Вот они. Да, это чистильщики, смотри, малюсенькие, какие уже присосались. 1, 2, 3 или 4? 4. Где 4? Должно быть 4. А, вот 4. Вообще их 5. Они что-то не чистят аквариум нам. Это у нас получается 2 больших там чистильщика, да? Да. И вот еще они Значит, тут мальчик и девочка. 5 штук. Всего 7. Ну, Сейчас они маленькие. подрастут, и они будут нам чистить его. Может, еще тут есть? А во, малыш какой-то полетел. Во, вот еще. Находка. Мы нашли просто этих чистильщиков, я не знаю, у нас уже их будет сколько. Там в аквариуме еще их много плавает. Но у нас уже их здесь, наверное, штук 15. Они прячутся в ракушках, где-то под камушком сидит. Ну, посмотрите, сколько их тут. Ну, я думаю, что это чистильщики. Ну да. Твоя миска в марганцовке. О, смотрите. Угу. Я думаю, что это чистильщики. Ну, конечно, не конечно. знаю, может, это другие какие-то рыбки. Ну, это Ну, ж навряд не ли. головастики никакие. Рыбка нельзя. Прикольно. Рыбки? Я еще никогда не видела. Так еще такие, слышишь? Вообще класс. Чистильщики это круто для аквариума на самом деле. Мамку может. Я думаю, что вот эта мамка. Вот ее к детям запустить. Я думаю, их просто кормить надо. Смотри, какой. Она не колется? Ну она колючая, вот у нее, видишь, по бокам колючки. Угу. Капузатая, смотри, она наелась уже у нас этой грязи. Все, и они ее не успевают чистить. Хотим попробовать эту всю черноту отмыть кислородным пятновыводителем, он там для всего же. Я думаю, все знают, поэтому будем пробовать. Самое интересное, что запаха как такового сильного нет. Но есть такой аквариумный типа запах немножко. Ну, вода чистая, вот посмотри, в белом ведре. Она не грязная, ничего. Может, я знаю, что думаю. Может, слишком теплая вода. Да, ну. У нас мы включили отопление. У нас дома больше 20 градусов всегда. Где-то 21-22, вот так. Может, вот это черное из-за того, что температура воды больше, чем положено. Убрали мы стол от аквариума и переставили его в новое место. А под ним вот такая вот ржавчина. Хотим поставить столик вот сюда в угол. Слева от телевизора, где у нас стояла елка. Розетки мы сюда как раз 2 вывели с Никошиной комнаты. И мне кажется, тут он будет лучше всего смотреться. И, кстати, вот этот стол я полностью делал сам. Полностью. Варил каркас. Ну, вот эти столешницы не покупали, но да, для аквариума прям
Идеально получилось. Какой радужный. Радужный, да. У нас как раз и два аквариума, и черепахи, и рыбки. Да, черепахи у нас снизу, большой аквариум сверху, все выдерживает, только его тоже нужно отмыть. Его Тут надо цветы помыть. стояли, где-то немножко там подкапывало. Удерживайте, чтобы они не упали. Она говорит, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а матроска тоже будет ставить. Ой. И держу. Ой, то как. Мы цветы сажали, когда моя мама отдала. Я вроде насыпала целую, а уже села земля. Мы сейчас подосыпаем, и тут хотим возле аквариума поставить цветочки. Ну, конечно, не знаю. Свет как будет падать. Будут ли они тут стоять? Это мы будем проверять. Или им будет тут комфортно, чтобы они листы не сбрасывали. Максимально, насколько возможно, мы его отмыли. Я 2 раза менял воду, когда мыл. Теперь зальем чистую. Дадим ей пару часиков постоять, включим фильтр. Она, во-первых, вот это еще раз все профильтрует, пару раз помоем фильтр и... Еще зальем у меня жидкость специальная. Жидкость от водорослей. специальная, да. И уже будем рыбок запускать, когда будет комнатная температура. Я думаю, что фильтра 4 надо поменять. И посмотрим. Мы сейчас воду чистую, когда будем заливать, это не то, что мы когда меняем вместе с камнями. Ну да. И там вот эта муть Песок поднималась. Тут все, тут осталось 30 грамм песка. Знаешь что? Мне теперь тут хочется ремонт. Начинается, да? Когда уже огороды пойдут. Чтоб я успокоилась, чтобы мне было некогда. Уже скоро. Уже скоро мне будет некогда думать о том, что тут дома происходит. Ну, а арку ты доделаешь. Арку, да. Арку доделаем. Хорошо. Все, аквариум полный. Сейчас фильтр уже включили. Вода чистая, но сейчас будем заливать средство против черной бороды, вьетнамки, ничетки какой-то, синие зеленых водорослей и хламидомонады. Вот. Есть профилактика, есть сильное засаривание, есть просто при умеренном. Мы будем как сильное брать. Это 20 миллилитров, 30 миллилитров получается нам надо на наш аквариум. Это ну где-то 5-6 пробок. И курс надо проделать 5 дней подряд. Поэтому заливаем, пускай фильтр сейчас работает. Ну да, я думаю, в этой тут пробке 10 миллилитров. Да? Я думаю 5, что 10? 5? Думаешь 5? Ну, 5. Ну, ничего страшного, она рыбкам не мешает. Да. Все. Пускай чистит. Вода, когда станет комнатной температурой, вот эти все запотевания, они исчезнут. Именно так можно проверить, когда уже можно запускать рыбу. Да. Потому что сейчас вот там очень холодно, тут тепло, конденсат. Ждем, когда все хорошо, запускаем камни, которые мы отмыли, и запускаем рыбок. Я тоже хочу побегать. Мне сначала вообще прибегать. Но я же не могу бегать. Уже пробежала 300 метров, сожгла 29 калорий, скорость 12 километров в час, У меня уже сердце минуты болит. 45 секунд. Говорит, у меня уже сердце болит. Ты придумщица. Правда. Я не хочу остановиться.
изобразить надоедливую муху. Дальше Николь. 3 раза... Нет, это не грамм. Вот это. С разными интонациями, злой, доброй, печальной, радостной, подойти к зеркалу и сказать себе, какая я красивая. Давай Ну тут вот давай. твое зеркало, давай. Я говорю, какая злой интонация. Какая я красивая! Доброй, Какая я красивая! печальной. Я такая красивая! Еще радостная. Я, значит, следующий. Сыграть пальцем на губе мотив песенки «Пусть бегут неуклюже». Тимур теперь. Так, Тимур, съесть дольку лимона. Дольку лимона, О, ты сможешь? Без сахара. Без ничего. У нас все готово. Хорошо. Я определяю дольку, да? Да, определяй. Ешь. Это очень полезно, ты сейчас витамина С много съел. Пап. Съели? Съедай, ты же сказала будешь. И шкурку съедай, в шкурке куча витаминов. Шкурку съел. Так, Николь, показать обезьяну, выпрашивающую банан. Что это тут? Дайте мне банана! Дайте мне банана! Дайте мне Хорошо. Сейчас мы играли с детьми в настольную игру, Фанта называется. Мы стараемся во что-нибудь там, Монополию поиграть, Фанты, еще что-нибудь. Они просят в настольные игры. Они уже выросли, раньше они не хотели. А сейчас они уже понимают вкус вот этих настольных игр, что можно посмеяться, подурачиться. Поэтому мы немножко поиграли. А с аквариумом что? Вода еще холодная. Я считаю, что рыбок, конечно же, нельзя запускать, поэтому будут рыбки наши ночевать в этом аквариуме, ничего там с ними не станется. Поменяем сейчас еще на ночь фильтр, пусть дальше фильтруется вода, помоем, все. Вот, и мы отсюда убрали все наши камни с песком. Ну вот, буквально Которая пару была грамм. низ самый усыпан. Большие, то мы помыли, Да. помыли все там с замком вместе. И мы всю приняли мелочь решение, убрали. что мы купим новые. Если все нормально, мы завтра планируем съездить в зоомагазин, купим камушек, может купим еще каких-нибудь рыбок. Вот. Ну, посмотрим, И да. почитала я много про эту черную бороду. Возможно, что от переизбытка еды вот остаются остатки. То есть надо рыбок кормить вообще по чуть-чуть, чтобы там 2-3 минуты и они весь этот корм съели. Возможно, мы пересыпали там больше. Возможно, может, мы что-то зараженное купили. Ну, не знаю. В общем, будем стараться, будем ждать ваши советы. Ну, а пока как-то так. Еще ничего не понятно. Вот его завтра украсим окончательно, свет сделаем. Ну, так лучше, я думаю, да? Теперь он будет стоять здесь. Ну, уже у нас проблема, у нас та стена пустая стала. Вот. И будем смотреть, как приживутся наши цветочки. За этот кактус я, наверное, особо не переживаю. Он как бы, мне кажется, ему все равно, где расти. Ну, фикус, конечно. Но все равно он как бы, в принципе, возле окна. Все. Будем заканчивать наш ролик на нашем новом канале. Здесь такая... Разговорная серия. Просто такая Домашняя. жизнь. Иногда там будем шорты какие-то скидывать. Ну, вот просто наш сегодняшний целый один, День. считай, день. Да. Чем мы занимались, что мы делали, как мы провели время вечер с детьми. Все, проделали большую работу. Надеюсь, наш аквариум заработает, и мы будем с ним справляться, чтобы ничего на него не нападало, и чтобы рыбки нас радовали. Всем спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписываемся на канал, ставим лайки. Мы вас всех любим, всех обнимаем. Всем пока, до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.